Приветствую вас, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу продолжить тему, которую начала недавно и, конечно, имела очень разные, достаточно такие негативные отклики под видео «Зачем женщине работать?». Зачем женщине работать? И после этого выходит это видео про пенсии. Зачем женщине работать? Но зачем и всем остальным? Для того, чтобы получать социальные гарантии, делать социальные взносы. Конечно, это самый главный ответ. Сейчас давайте все сначала, вернемся к тому видео и все посмотрим. А сейчас пока поставьте мне, пожалуйста, жирные лайки. Подпишитесь на канал, если не подписались. Нажмите колокольчик, если не нажали. И развенчиваем снова миф о том, надо женщине работать или не надо. Посмотрим. Вот мы снова на канале. Ищем это видео, которое вызвало бурю разных абсолютно эмоций. Зачем женщине работать в Ирландии? И я здесь вам показываю, пишу, рисую, объясняю, что-то доказываю, и все действительно очень логично выглядит. Но здесь один единственный был смысл. Конкретный случай, который показал логику женщины в определенных условиях жизни. То есть у нее муж много зарабатывает, у нее есть небольшие дети, она пошла на работу, и у нее мысль, идея, чтобы через 2 года получить социал. И я здесь вам развенчиваю именно эту точку зрения. И говорю, показываю много разных позиций. Обязательно посмотрите это видео, зачем женщине работать в Ирландии. Но сегодня я буду говорить, конечно же, зачем женщине работать, как и любому другому человеку в Ирландии. И это будет связано именно с нашим последним видео, которое мы говорили о пенсиях. Сейчас переходим на документ, который гласит, что такое социальное страхование. То есть, если вы вспомните, что необходимо для получения contributory pension, контрибьютор пенсии по настоящей, необходимо 520 социальных взносов в социальное страхование. 520. И это все относится вот к этой теме, которую вы сейчас видите здесь. Что такое социальное страхование, трудовое социальное, нетрудовой доход социальное, наем членов семьи, PRSI, выплаты льготы при социальном страховании, где подать заявку, введение, большинство старше 16 лет и младше 66 платят взносы социального страхования PRSI в Национальный фонд социального страхования. В целом оплата социального страхования является обязательной. Термин «застрахованная занятость» используется для описания занятости, которая облагается взносами социального страхования. Некоторые люди, имеющие незаработанный доход, также несут ответственность за PRSI. И дальше идет все правила, классы, какие входят в социального страхования. Это опять вы можете вернуться к тому же самому видео о пенсиях в 2018 году, как получить пенсию в Ирландию, контрибьюторе, где я все говорю про классы социального страхования. Там вот этот пример был: человек, работающий в супермаркете и зарабатывающий менее 38 евро в неделю, будет застрахован по классу, видите, G. Если человек зарабатывает более 38, он будет застрахован по классу A. И так далее. Что было в ковид, что бюджет увеличен,
видите, что все ставки взносов увеличатся на 0,1% с 1 октября 2024 года. Если мы вспомним пенсии, то пенсии будут увеличены как контрибьютори, так и нон-контрибьютори на 12 евро в неделю. Теперь, и здесь вот все, откуда эти взносы люди платят. Через трудовое социальное страхование. Если вы работаете, да, через работу, все вот эти вот например, да, если вы являетесь наемным, ваши взносы удерживаются вашим работодателем. Здесь вся описана схема. Если вы работаете не по найму, вы платите класс S непосредственно уполномоченному по доходам. Затем налоговые комиссары выплачивают деньги в фонд социального страхования. То есть мы платим налог, а оттуда это уходит в социальное страхование. Вы не несете ответственность за взносы после 66 лет, независимо от того, работаете ли вы по найму или работаете не по найму. Если у вас недостаточно взноса в возрасте 66 лет, вы не сможете увеличивать их после этого. Возвращаемся к пенсии, к этому видео. Помните, что я вам говорила? Что значит самое главное? Смотрим наверху это видео, возвращаемся к нему. Что квалификация на пенсию идет до 66 лет. Если до 66 лет не хватает этих взносов, значит вы не квалифицируетесь на контрибьютори пенсию, а квалифицируетесь на какую? На нон-контрибьютори. Это все смотрим в этом видео. Нетрудовой доход, социальное страхование, незаработанные инвестиции, дивиденды, проценты, сбережения облагаются PRSI по ставке 4% с 1 января 2014 года. Люди в возрасте до 16 и старше 66 лет освобождаются от PRSI и не несут ответственность за новый сбор. И так далее, и так далее. Самозанятые, любой чей незаработанный доход, это имеется в виду именно не по найму работа, превышает 5000 евро. Помните, я вам говорила, 5000 евро, у вас есть 500 евро, которые уходят в этот фонд. Если вы имеете меньше, чем 5000 евро, вы можете делать свой собственный волонтерский платеж в размере 500 евро. Все, что свыше, 4% от своего этого целого дохода. Вот этот весь закон гласит о том, что здесь почитайте, здесь очень все интересно, и тогда мы возвращаемся к женщинам, к женам. Зачем женщине работать? Ну, конечно, ей необходимо работать для того, чтобы она имела эти льготы из социального страхования. Что они дают? Посмотрите, как они много дают. Если нет социального страхования, нет вот этого всего. Поэтому, конечно, грамотно пойти работать, если ты можешь работать сразу, для того, чтобы себя обеспечить на дальнейшую жизнь, вот эту базу, чтобы иметь вот все это вдруг, если понадобится. Конечно, да. Пособие для соискателя, job seekers, пособие для соискателя самозанятых, пособие по болезни, пособие по беременности, родам, пособие по отцовству, приемное пособие приемных родителей, для родителей, child benefit, преимущество для здоровья и безопасности, пенсия по инвалидности, пенсия вдовы, вдовца, гражданского партнера, выплата опекуна, государственная пенсия, контрибьютори, лечение, пособие в случае производственной, пособие для опекуна. Видите, как много. Надо это перевести самое лучшее на английский, чтобы понимать, как называются, потому что это как раз надо знать на английском. Job seekers,
job seeker self-employment, illness benefit, maternity, paternity и так далее. Parents benefit, health and safety, invalidness, guardian, state pension contributory treatment, occupational и еще какая-то. Вот для чего нужно женщине и всем остальным работать. Пока женщина с мужем и с маленькими детьми, и вы помните, что есть исключения, когда женщина считается домохозяйкой, это официальный статус, когда у нее ребенок до 12 лет. Она квалифицируется на это. И она точно так же во всех документах, которые вы будете смотреть про пенсию, там есть этот статус. Поэтому вот в этом случае ей можно не спешить на эту работу. И муж ей обеспечит тогда все вот эти дополнительные бенефиты. Но по большому счету, конечно, чтобы быть самостоятельной, чтобы самостоятельно отвечать за себя, за свою жизнь, за свою безопасность, за свою социальную безопасность и за свои социальные гарантии, естественно, вот это вот все нужно сделать. Поэтому вот так, дорогие мои, еще раз к этому видео «Зачем женщине работать?», оно лишь объясняет определенную позицию определенного человека. И я здесь описываю определенную абсолютно логику, которую нельзя иметь, потому что в этом случае эта логика должна быть чуть-чуть другой, потому что времени у нас нету. Вот сперва это попробовать, потом это попробовать, потому что очень быстро можно куда-то опоздать. Все, дорогие мои, на этом сегодня у меня все. Короткое видео. Всех вам благ.